Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за ваши замечательные комментарии, подписки, лайки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Что приготовила твоя судьба? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Что ж тут такое? Одиночка. Или состояние одиночества сейчас? Сейчас. Буду уточнять, девочки. Какая девочка пришла на расклад? Ага. Ух ты, какие... Смотрите, не хочу тут нимб у вас над головой, конечно, это искать. Нет, это не из этой серии там. Или идеализировать вас. Но смотрите, на вас какие карты ложатся. Карта звезда и карта принцесса. Могу польстить, но думаю, вам это и не нужно. С интеллектом все у вас в порядке. Внешне привлекательная. Женщина по принцессе, знаете, уже может быть... создала какой-то, ну не знаю, образ, не образ, но уже амплуа какой-то, ну вот как вам сказать, имидж. Вас воспринимает самодостаточной, красивой, умной, но при этом, девочки, как-то так интересно, я не вижу тут какого-то, ну, не буду говорить тут какого-то нежного, теплого отношения рядом с вами. Я имею в виду взаимоотношений. Тут почему-то мне женский коллектив, и, скорее всего, тут или зависть женская, ну, какая-то такая вот энергетика вот у женщин вокруг вас не очень хорошая, сразу говорю. И объективно даже я не могу понять, почему. Ну, помимо того, что, да, вот это наша женская добрая, да, такое, ладно. Че я буду на женщине? Я сама женщина, ладно. Женщины разные бывают. Смотрите, вышла первая карта одиночества, но тут карта, видите, посланник высших сил, и это как забота высших сил. Скорее всего, вы даже кайфуете где-то от своего одиночества. Рядом с каким-то женским коллективом тут карта клетка, ограничения. И вы все-таки, скорее, правда, как одиночка. Скорее всего, вы в этом коллективе в каком-то, или, может быть, на данный момент какое-то окружение такое у вас, преимущественно женское. Вам некомфортно там. Скорее всего, вы себя ощущаете инородным каким-то элементом. Может быть, у этих женщин какие-то ограничения, и они, соответственно, вот, ну, знаете, находясь в этих ограничениях, может быть, они где-то на вас смотрят, и их раздражает ваши, то ли ваши планы, то ли ваше поведение, то ли ваше, как это, даже уже не знаю, манера поведения. Ну, чем-то вы их подбешиваете. Вот у меня по этим картам. Так вот, может, оно даже ярко не выражается, но вот что-то такое есть. Вот недоброжелательное какое-то отношение к вам. Я опять-таки не могу понять, почему. Тут кайфуете даже от того, что, может быть, какое-то время рядом с вами нет таких женщин. Тут, соответственно, почему-то мне и рядом нет как бы и тех людей, с которыми, может быть, вам прям так комфортно было. Наверное, недостаток в этом тоже есть какой-то. Или же вы считаете лучше никак, чем как-нибудь. Я к тому, что лучше никаких отношений не поддерживать, чем это будут какие-то лживые, да, какие-то отношения с какими-то людьми, с такими двуличными, где вы понимаете, что лицемерие, вам улыбаются, да, в глазки, а за спиной гадости какие-то творят. Очень похоже, честно вам скажу, что у женщины, которые рядом с вами находятся, у каждого свои ограничения. У кого-то это может, в семейной жизни не все просто, у кого-то материальные, у кого-то ментальные установки, как, знаете,
они в этом выросли, родовые программы. И вы настолько разные вот с этими женщинами. Вы другая, вы иная, как из другого теста, как инопланетянка. Вот поэтому может быть какое-то такое как неодобрение, вот такое вот сквозит вот. В общем. Так, по вашей еще сигнификации, вот как бы там оно сейчас не прозвучало, но таких как вы мало людей. Это карта очень доброго человека. Человек, который тут скорее даже может иногда в ущерб себе быть добрым, да. Так. Ну да, вы чувствуете себя не такой, как все. Вы даже себя ощущаете. Карта ребенок и луна. Где-то, опять-таки, вы можете страдать. От чего, допустим, пытаетесь выстроить взаимоотношения нормальные, открытые, доверительные, честные, чистые отношения, какие-то прозрачные. А вам в ответ комбинация из 3 пальцев, да, нифига. Страдаете от какой-то тумана, неопределенности, от какой-то вот такой вот лживости. А сама по себе где-то как ребенок. Но я думаю, вот вы уже научились закрываться, скрывать. Ну, как-то все больше и больше как будто бы закрываетесь, прикрываетесь и не даете людям пользоваться, использовать себя. А внутри открытая, как ребенок, чистая душа. Так, все. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Что приготовила твоя судьба? Расклад актуален тогда, когда вы его открыли. Смотрим, наверное, что в ближайшее время, да, приготовила твоя судьба. Что приготовила твоя судьба? Может, удастся вам соломки подстелить, да? Что приготовила твоя судьба в ближайшее время? Что приготовила твоя судьба в ближайшее время? Итак, начинаем. Ну, ё-моё. На прямых. Расклад будет не романтичный, но реалистичный, да? Скорее всего, розовые очечки будем снимать. Да, господи, да что ж тут такое в конце? Плыли, приплыли. Так, ладно, подряд все читаем, сейчас буду докладывать. Смотрите, из какого-то состояния по Луне туман, неопределенность может быть как состояние, как в лабиринте в каком-то блуждаете, да, и думаете, вот сейчас какие-то неприятности заканчиваются, вот, быстрее бы эта светлая полоса, а тут бабах по Луне такое, как ни конца, ни края нету. Вот, тут, и это как-то может быть даже отчасти разное тут может быть, но отчасти это у кого-то связана карта потеря. И потеря кого? Да, какой-то вампир. То есть
потеря, утрата. Может, на физическом плане человек, я надеюсь, жив, здоров, но, может быть, даже вы уже давным-давно на расстоянии с этим человеком, видите? Но по этой карте женщина живая, прекрасная, а тут как фантом какой-то, да, мужчина вцепился ей в горло и не отпускает ее. Мало того, что он ее не пускает, она еще его поддерживает, придерживает. То есть периодически она о нем вспоминает об этом человеке. Осознанно это делает. Пытается даже иногда, может быть, прокрутить в голове, проанализировать, что я сделала не так, почему мы с ним там не вместе, почему у нас не получается. За спиной у нее стоит еще один мужчина. Вполне возможно, это история о том, что или у нее есть какой-то постоянный мужчина, или в перспективе он может быть. Как будто бы в окружении ее есть мужчины, которые ей интересуются. Но вот эти отношения из прошлого, они накладывают огромный отпечаток на ее нынешние отношения, на перспективы построения с каким-то мужчиной. То есть где-то она даже сама себе вредит, то, что не отпускает эти отношения. Так вот. Так как, собственно, у меня дальше вампир вышел. Вот это какая-то история туманная, где вы залипаете, созависимые отношения по Луне. Вот это невозможность отпустить, прожить эту потерю. При этом мужчина, вампир, больше берет энергии. Вот он как вцепился вам в горло, он эту энергию продолжает как с вас откачивать. Где-то вы сами эту ее энергию, вы его подпитываете, отдаете. Вот тут вот дальше какое-то мне показано, что судьба вам приготовила. Ну, тут вы, исключительно вы, больше никто, берет правление судьбой в собственные ручки. Карта знания. Приходит знание, наряду с этим, да, если можно сказать, параллельно с этим, по королеве воздуха. Где-то вы учитесь все-таки эмоции свои брать под контролем. У кого-то тут вообще холодный такой разум просыпается, рассудительность. Где-то настолько вы рационально станете все по полочкам раскладывать, постфактум, может быть, осознаете даже, что принесли вам эти отношения, какие потребности они закрыли, почему это в вашей жизни произошло. И тут мне вас показывают, все-таки это эротическая колода, тут женщина, королева воздуха, которая задрала юбку, показывает свою пятую точку. Этому всему, как будто бы говорите, все, с прошлым покончено, не хочу. Если я нужна этому мужчине, он меня догонит и найдет. А так я иду вперед, достала меня. Все, вот эти эмоции ни к чему хорошему не приведут, не приводят. А знание приходит опять-таки не на ровном месте. Из-за чего? Из-за того, что ситуация уже тупиковая показана. Ну, правда, ну к чему, ни к чему. И что вы имеете, как будто бы разбитое сердце, тройка мечей, разбитые мечты, иллюзии, ожидания. Спасать, что спасать, к чему стремиться, спасать себя, вот как будто бы только выход из этой какой-то ситуации. Это знание вам приходит. Помощь. От этого мужчины, к сожалению, показано, как будто вам помощи особо не дождешься. Как будто бы спасение утопающих – дело рук самих утопающих. При этом у вас тут карта как бы как эмоционально происходит, как какое-то очищение. Может быть, вот эти программы какие-то меняются. Тут внутренний свет. Девочки, как бы сейчас не звучало, может быть, нелепо, по-детски, но тут внутренний свет – это внутри вас. Вот, может быть, у кого-то тут какой-то будет период такой, и депрессия, и разочарование по тройке мечей, и опять-таки нежелание даже вообще с кем-либо когда-либо, не то что строить отношения, а даже там флиртовать, уже на мужчин смотреть даже не захотите какое-то время. Или можете враждебно воспринимать. А потом тут как будто бы внутренний свет, это история о том, что внутри вас это какая-то, может быть, добро, свет, это же сами себя исцеляете. Спасатель внутри вас. Только если вы тут спасали кого-то, непонятных людей, и эту энергию отдавали, то тут пора уже, и тут будет такой процесс, какое-то самоочищение, внутренний свет, это вот этот свет, этот. Спасайте саму себя, девочки. Лечение такое происходит, самоочищение, лечение. Подпишись на канал и поставь лайк. Тут, девочки, показано по этим картам сочетание. Внутренний свет, ключ и карта вынашивания. Как мне эта карта нравится, смотрите. Тут такая
карта русалочка, морская тонияда, она вот тут вот как вынашивает, получается, какую-то жемчужинку, да, рождение этой жемчужинки, процесс какой-то не просто очищения, да, а тут как будто бы благодаря ей, этой женщине, она, ну, не знаю, это женщина, да, такая красивая, она может воссоздать эту жемчужину, то есть рождение чего-то настолько прекрасного. Так вот, эта история о том, что, скорее всего, карта ключ, вот это вынашивание, это где-то вы перерождаетесь, и благодаря тому, что вы сами себя спасаете, находите эти ключики к тому, чтобы, может быть, перезагрузить свою жизнь, как с чистого листа начать что-то прекрасное в этой жизни, что-то новое у вас, классное. И тут мудрость еще, то есть вы получаете опыт, вы получаете знания, и эти знания вы применяете. Это все классно, здорово, но тут дальше трындец. Как будто бы враги не дремлют. Да, не знаю, кто такие враги, сейчас будем узнавать. Но тут параллельно с тем, что у вас тут всю жизнь налаживается, все хорошо, и вы вот мудрость обретаете, и по-новому смотрите на мир. Я бы хотела сказать, что даже тут нет уже разочарования. Тут как будто бы у вас находятся силы, может быть, даже где-то философски на это все посмотреть, на все то, что с вами произошло. Более мудро, понятно, более осознанно. Может быть, даже еще более, ну, знаете, как-то так вот, как милосердно. Вот я бы хотела сказать, почему-то мне так идет. То есть вы тут, не показано, что вы тут становитесь какой-то злой или как надломленная. Не-не-не, тут все замечательно у вас. Но враги не дремлют. Карта развал, крадник и пьянство. Уже не знаю, что вам тут, это магические карты, девочки. Это как будто бы желающие тут все-таки есть в вашем окружении. Может быть, не сильно, надеюсь, в ближайшем окружении. Как будто просыпаются люди, которые хотели бы карта развал, чтобы у вас опять все развалилось, чтобы опять какая-то череда неприятностей была. Карта крадник, это в прямом смысле хотят у вас забрать ваши ресурсы, подпитаться этими какими-то энергиями, ресурсами. Опять-таки, может быть, желание у людей, чтобы вы там, вместо того, чтобы вы тут восстанавливались и вынашивали в себе какие-то прекрасные эмоции, идеи, реализовывали их, причем с мудростью это все воплощали во благо. Тут не просто во благо себе, тут как будто во благо и людям, экологично очень. Нет, им бы хотелось, наоборот, чтобы вы разрушались, карта развал. Видите, тут на одной стороне получается лицо, ну, мужское лицо, да, прекрасное, красивое, с другой стороны, как штукатурка обсыпается, то есть развал, происходит разрушение. И тут рука, видите, крадник, крадут что-то тут. Ну, карта пьянства, я уже не знаю, хотя, чтобы вы сами, наверное, своими собственными руками это разрушили все. Или о чем пьянство это? Карта смерти, трансформация. Смерти. Ну, тут больше хотят, конечно, чтобы у вас материальные тоже проблемы были. Карта якорь, это все-таки материалка, и карта смерти, все менялось в худшую сторону. А вы были в состоянии как будто бы жертвы, и вы в подчинении. Вы особо ни на что повлиять не могли. Уж не знаю, тут какие что это за люди такие, но это... Так, это... Я так правильно понимаю, что какие-то люди вам этого всего хотят. Да, кто-то очень эгоистичный, кто-то наоборот считает, может даже, что вы слишком какую-то планочку подняли, слишком себя как-то ведете. Выше я, это они считают, что вы эгоистичны. Это они на самом деле? Нет, это им бы хотелось где-то быть на вас похожие даже. Они про вас мало знают, они считывают ваше, может быть, поведение какое-то, не знаю, поверхностно считывают. Мотивы вашего поведения, да, поступков, они не понимают. Где-то карта замок, вы для них закрытая книга, они, может быть, только поверхностно вас как-то судят. Им бы, наоборот, очень хотелось бы карта освобождения от своих каких-то
ограничений избавиться. Вот вылететь как бабочка из кокона им бы хотелось бы. Им бы хотелось свою жизнь наладить. Но тут, я так понимаю, зависть какая-то и желание, чтобы у вас все как-то развалилось. Карта воровство. Очищение, земля. Ну тут и материально кто-то завидует. Опять мне вышли эти карты. Ну, так как-то сравнивает себя с вами. И хотелось бы, опять-таки, карта воровство. Элементарно хотелось бы, чтобы у вас убывало, у них прибывало что-то. Уж не знаю, если вы кому-то там, может быть, перешли, сами того не понимая, не желая дорогу. Ну, там, не знаю, там, в каком-то, может быть, рабочие моменты, да, карьера, то же самое тут. Так, ну, по большому счету, вот эти карты, они говорят о том, что люди будут предпринимать в отношении вас какие-то попытки испортить вам жизнь. Карта огонь. Злоба будет, ярость будет в отношении вас. Поступки какие-то будут. Ну, девочки, поступки такие, я не могу сказать, что тут конкретные поступки. Тут у них какая-то желчь, ярость, душевные муки, потому что может быть там зависть, они чему-то завидуют. И карта метла, сплетни. Будут вокруг вас сплетни, гадости говорить. Ну, хорошо. Ничего хорошего, конечно. Просто тут так странно, тут так все идет классно. Я вижу, вы тут восстанавливаетесь. Я вижу, вас тут попускает. Вы сами себя вылечили. Никто вам особо тут не помогает. Извините, как есть, так и говорю. Но тут карта знания, тут карта мудрость. И причем вы так как-то в это выходите очень достойно, я вам хочу сказать. И эти ключики находите, как будто бы ключики к самой себе. И знание, мудрость. Это история о том, что вы понимаете, насколько вы для себя ценны. Насколько вы должны себя оценить. Тут мне нравится это. И вынашивание, это карта еще о том, что это жемчужинка, это как будто бы что-то доброе, светлое, такое какое-то, не знаю, то, что приносит вам умиротворение, радость, это вы вот над этим работаете, и это в вас рождается. Я же говорю, как обновление какое-то, перезагрузка. Классные карты. Ну и тут же вот эти какие-то шакалы, выдры. Нет, выдры не буду обзывать. Ну, в общем, вы поняли. Это личности, которые желают вам зла. Так, мы поняли. Особо каких-то не будет предпринимать там конкретных шагов, но там будет очень много зависти, желчи, сплетен. А вам как на это все реагировать? Нужно ли вам как-то на это все реагировать? Карта леса. Что? Ух ты. Девочки, а вам тут так советуют, ну уж не знаю, если вы так сможете. Говорят, улыбаемся и машем, да, говорят, вы очень умная. И тут карта сила вышла. Говорят, вот в данном случае, как на них реагировать, говорят, вам нужно быть хитрой лисичкой. Вы же все это понимаете, знаете, как будто бы вы их видите, вы догадываетесь, знаете. Лиса, вода — это эмоции, карта сила. Может быть, ну как-то... Знаете, если у вас там, допустим, рабочие какие-то взаимоотношения, вы связаны с ними, вам говорят, ну, скорее всего, не нужно показывать то, что вы там прям знаете о недоброжелательном этом каком-то отношении. Наоборот, как надо хитренько, ласково с ними, эмоционально очень. И, может быть, пока, если вам это выгодно, вот поддерживать какие-то типа миролюбивые отношения. Скорее всего, вот почему-то мне так кажется, что их судьба самих накажет. Уже наказала, раз они такие эмоции испытывают. Ну, как будто бы вы идите своей дорогой, и они тут пусть там бушуют, кипишуют, как гиены, да, скачут. Говорят, вы очень сильная. В данном случае вам предлагают, как вариант, как-то хитро, может быть, идти мягко, как вода, да, обходить эти острые углы. Ну, не переходить там, понятно, на личности и не выяснять отношения. Нет, почему-то, наверное, вам пока с этими людьми, если уж не по пути, то, по крайней мере, почему-то вы их пока не можете послать никуда подальше. Ну, как вариант. Не знаю, совет такой. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.